Друзья, всех рад приветствовать на канале. Сегодня будет новый хлебушек, но вначале хочу вам показать скандинавский хлебушек. Он очень-очень вкусный. Берем арахисовую пасту, щедро намазываем на хлебушек. И с кофеечком, друзья, это самое-самое то. Так, это вкуснятина. Но мы переходим к нашему хлебушку. У нас сегодня будет швейцарский хлебушек. Называется хлебушек закрученный. Часто его называют корневым хлебом. Его очень легко делать. Есть много рецептов. Я решил сделать немножко по-своему. В этом хлебе будет 4 вида муки. Это семолина, это спельта, и тут 60% муки будет хлебной и также деревенской с высоким содержанием белка. Я белок потом опишу, сколько в каждом муке белка. Вы сможете найти аналоги, похожие у себя. Итак, вода 80% жидкости будет. Что пойдет в этот хлебушек? Это вяленые помидоры, пойдут оливки, пойдет сыр пармезан, мы его натрем. Учитывайте в отношении соли, можно меньше добавить соли. И, конечно же, пойдут специи. В данном случае пойдет розмарин. Захотите положить фенхель, вернее шалфей, извините, не фенхель, шалфей. Можете тоже его добавить. Я добавлю только лишь розмарин. Итак, хлебушек несложный. Как всегда, мы сделаем ауторис и добавляем муку. Так, я хочу еще раз проверить, сколько у нас вышло муки. Должно выйти 700 грамм муки. Это то, что изначально, в принципе, я и планировал. Ровно 700 грамм муки. Итак, замешиваем, перемешиваем. Можно венчиком. Мука чистая. В принципе, она уже просеянная. И мы добавим воды. Все. Так. Замешиваем. Вот как она у нас выглядит. Итак, друзья, сейчас замесим муку. И это тесто оставляем на аутолис где-то на 1,5-2 часа. И потом будем добавлять закваску. Закваска, хочу показать, уже подошла, готова. Ждет своей очереди. Так, вставляем тесто. Обратите внимание, тесто у нас влажное, 80%. Так что мы хотим, чтобы хлебушек был очень-очень воздушным. Все, друзья, оставляем на 1,5-2 часа и потом вернемся. Итак, тесто замесили. Хочу показать, как оно выглядит.
Вот, посмотрите, как выглядит тесто. Оставляем на ауторис, как я сказал, на 2 часа. Тесто постояло на аутолизе, и давайте сейчас добавим закваску. Вот, она готова. Хорошенько поднялась. И отмерим около 100 грамм закваски. Тесто очень хорошо стояло на аутолизе около 2 часов. И на 700 грамм мы добавим 15%. Давайте покажу закваску. Ой, какая она классная, друзья. «100 грамм будет достаточно. Все. И хорошенько ее вмесим в тесто. Тесто очень нежное и очень-очень классное. Можно добавить для цвета немного меда. И если вы хотите, чтобы тесто было очень мягким, можно добавить также немного масла. Мы это сделаем. Немного добавим масла. Все, друзья. Хватит. И оставляем на полчаса. И потом добавим уже соли в наше тесто. Прошли полчаса, и давайте добавим сейчас соли. Посмотрите, как выглядит уже тесто. И добавим соли. Соли мы добавили примерно 1,5%. Хорошенько замешиваем. И я добавлю немного оливкового масла. Этого хватит. И хорошенько все это дело замешиваем. Все, друзья. Оставляем на полчаса, и потом будем добавлять добавки. Добавки пойдут немного оливок, немного вяленых помидоров, пармезан, и также пойдет розмарин. Так оставляем на полчаса, и через полчаса будем делать растяжку.
теперь давайте сделаем растяжку. И тесто уже готово. Намочим. И вывалим. Отлично. Так, друзья, вот тесто. И давайте возьмем добавочки и начнем распределять. Все. Добавок положил немного. Возьмем немного чернушки, черного тмина. Он тоже придаст немного горечи и своеобразного вкуса. И теперь настало время для пармезана. Мы будем немного его класть. Вот так мы его натрем по всему тесту. Только для вкуса. Все достаточно, друзья. Много не будем. И давайте собирать. Тесто очень влажное, поэтому наш скрученный хлеб будет очень-очень нежным и пушистым. Все. Тесто готово. И уходит на расстойку. Мы возьмем вот такую коробочку пластиковую, специально для продуктов питания, и немного смажем его оливковым маслом и убираем на расстойку. Сделаем, друзья, 3 обминки. После 3 обминок тесто уходит на 24 часа расстойки в холодильнике. И после мы вытащим и будем выпекать наш корневой хлеб. Так, закрываем. Оставляем на 1,5 часа, и каждые полчаса будем делать обминку. Прошли 1,5 часа, и давайте сделаем последнюю обминку. Отлично.
Все, друзья, тесто идет на расстойку. Оставляем где-то на 1,5-2 часа. И после убираем в холодильник где-то на 24 часа, я сказал. Посмотрим, может быть будет чуть-чуть меньше, но примерно где-то от 15 до 20 часов мы оставим на расстойку. Итак, 2 часа и убираем в холодильник. Друзья, хлебушек расстоялся. Прошло где-то 18 часов. 18-17. И сейчас мы будем заниматься формовкой. И после того, как хлеб расстоялся, я ему дал еще постоять после холодильника, чтобы он пришел в себя, чтобы согрелся. И сейчас мы будем заниматься формовкой. Для этого нам нужно хорошенько припорошить мукой. И давайте сейчас будем вываливать тесто. Немножко тоже здесь, на самом тесте. Подправим по бокам, чтобы ему легко было выйти. И даем тесту вывалиться самому. Вот так оно выглядит. Друзья, посмотрите на эту красотень. И, конечно же, нам нужно и сверху. Поделим на 3 равные части. Раз. Так, друзья, давайте припорошим. Начнем с этого. Здесь вам видно. Давайте я увеличу. Вот таким образом, друзья, мы сейчас будем убирать на нашу скатерть. И тоже принцип, как и у багетов. Мы положили и прищемили. Давайте начнем. С этого немного муки, чтобы не была липкая. Там, где мы сделали для разреза. И убираем вторую. И теперь третью. Итак, мы заформировали 3 хлебушка корневых. И теперь что сделаем? Давайте накроем. И где-то около получаса, где-то 20 минут оставим их отдыхать. И потом будем выпекать. Итак, давайте выпекать. Первое, что мы сделаем, мы нальем пара в духовку. Итак. Этого будет достаточно. И сейчас будем класть наш хлебушек. Температура духовки 220. Давайте мы откроем ее и вытащим камень. И аккуратненько на камень, друзья. Главное, не обожгитесь.
Все, друзья. И хлебушек уходит. Опа! Посмотрите, друзья, на эту красотень. Так, даем немножко остыть и потом будем дегустировать. Итак, хлебушек подостыл немножко, и давайте сейчас будем его дегустировать, как он вышел на вкус, и порежем. Он еще тепленький, поэтому будем сейчас его пробовать. Возьмем, друзья, слышите? Так, давайте попробуем хлебушек, друзья. Я сделал маслечко. Друзья, нету слов. Хлеб вышел просто объедение. Вау, помидоры, оливки, сыр. Я думаю, что сыра можно было даже больше положить. Он, да, дает вкус, но не очень сильно выделяется. Я думаю, можно было пармезана чуть больше. Но на ваше усмотрение. Посмотрите, хлеб, он просто бомба. Советую повторить. Уверен, вам очень-очень понравится. Друзья, итак, корневой швейцарский хлеб с добавками. Добавки можно положить любые, даже орехи, то, что вам нравится. Но я положил любимые помидорчики вяленые. Мы положили также оливки, сыра и немного черного кунжута. Хлеб замечательный.